Привет, друзья! Вы на канале Leo Gear Up и меня зовут Лео. Сегодня у нас на обзоре стеклянный коврик Lumen Gaming Ray. На обзор мне его прислали Final Gear, но это никак не повлияет на мое мнение о нем. Final Gear, как обычно, огромное спасибо за доверие ко мне, но я напоминаю, что вы можете воспользоваться моим промокодом, который дает скидку 3% на весь ассортимент Final Gear. Даже если вам не понравится герой обзора, там полно других новинок и сервис у магазина потрясающий. Ну а мы переходим к обзору. Поехали! Приезжает коврик в двух надежных картонных коробках, так что за содержимое можно быть спокойным. Основная коробка довольно простая и без магнитов, но картон плотный и содержимое не должно пострадать. Зато внутри у нас тряпка, глайды и карточка. Шикарный доп. Комплект. А учитывая, по какой цене коврик продается, это вообще удивительно и достойно только аплодисментов. Размер коврика стандартный 49 на 42. Обработка углов хорошая, кромка на ощупь приятная и близка к идеалу. Суммарная толщина коврика заявлена 2,8 мм, но я намерил 2,6 мм, что опять же на уровне самых топовых ковриков, даже у моего Inferno 2,7 мм. Также мой юнит идеально ровный, и отдельно стоит отметить подложку. Она красивая, силиконовая и держит коврик идеально. Я в очередной раз хочу поразиться, как это возможно за такую стоимость. Ну и принт. Здесь он очень красивый, нежный, абсолютно не бросается в глаза, но при этом очень-очень радует глаз. Дизайн однозначно удался на славу. После распаковки коврик, как обычно, кажется не очень гладким, поэтому по привычке тщательно протираем его влажной тряпкой, затем тщательно протираем сухой, немножко ждем, и после первых же проб глайда коврик хочется только хвалить. Поверхность Ray очень приятная тактильно. Есть умеренное ощущение приятной сухой текстурки, но очень-очень слабо выраженное. Оно слабее, чем на осени, слабее, чем на Зейне. Очень-очень приятное. Данный коврик точно нельзя назвать абразивным тактильно к руке. Но, как и Talon Games и Nari, Ray начинает ощущаться гораздо абразивнее именно на глайдах. Как только вы перестаете трогать его только рукой и ставите на него мышку, вы понимаете, что именно на глайдах он даже абразивнее, чем осень и чем Зейн. Стоп от нажима здесь ощущается довольно явно. Он не супер сильный, то есть мышка не ловит каких-то неприятных стопов, но он определенно здесь. Без нажима глайд очень быстрый, воздушный, но здесь точно есть стоп от нажима. В игре мне это никак не мешало, мы поговорим об этом подробнее позже, но просто знайте, что данный коврик, как и Inari, с небольшим сюрпризом. Он чуть менее гладкий тактильно, чем Inari, а вот на глайдах он на Inari очень сильно похож. И учитывая стоимость данного коврика, мне абсолютно не хочется ругать его за стоп от нажима, потому что он явно рассчитан на массового пользователя, который, скорее всего, вчера пользовался вообще тканью или другим менее качественным стеклом, поэтому довольно ожидаемо, что здесь есть стоп, и, наверное, в целом это даже хорошо. Это поможет неопытным пользователям контролировать мышь лучше. По скорости глайда без нажима Ray похожа на осень. Но осень все-таки чуть-чуть быстрее. А вот при нажиме начинает сказываться чуть большая абразивность Ray, и она будет чуть медленнее и осени, и Зейна. Текстура на глайдах при этом ощущается сильнее именно на Ray, несмотря на то, что к руке Ray более гладкая. Также я бы описал глайд на Ray как более сухой, а на осени как более маслянистый. По сравнению с Talon Games и Inari гораздо более гладкая к руке. Ray тоже гладкий коврик, но все-таки он уступает по гладкости Talon Games и Inari. А вот по ощущению в игре на глайдах эти коврики по скорости очень сильно сравнимы. Как без нажима, так и при нажиме. При нажиме и там начинает ощущаться явственное замедление от текстуры. Внешняя гладкость этих ковриков немножко обманчива. Как только вы начинаете давить на мышку, вы и там будете ощущать четкое замедление от нажима.
В целом оба коврики довольно близкие по скорости, и без нажима, и с нажимом, так что если у вас была Inari, то знайте, что Ray примерно такая же, но чуть-чуть более абразивная тактильно. Переходим к одному из самых интересных блоков обзора — макрофотографии. Ставьте паузу, если хотите рассмотреть какие-то участки подробнее. Также напоминаю, в приложении YouTube вы можете зумить картинку. И здесь мы вполне отчетливо видим, что Ray очень сильно похожа на осень и Азур по форме и размеру зерна. Но по глубине и объему все же близок Азур. Именно по этой причине Ray замедляется от нажатия сильнее, чем осень. Ну и макрофотографии с видом сверху. И даже здесь видно, что у Ray чуть более шипастый характер зерна, чем у осени или Азур, что и отражается на итоговой скорости и ощущении от глайда. В играх Ray, как и ожидалось, очень похожа на осень, Зейн и Азур, но все же самая медленная из них. Играть было приятно, тактильно, полный кайф. Этот коврик никак меня не ограничивал, никаких залипов в микродоводках не было. Я мог выполнять все привычные движения во имя, так как текстура все же не слишком агрессивная. Мне понравилось играть на Ray, и я считаю, что это очень хороший коврик начального уровня скорости. Самое время для небольшого саунд-теста. Переходим к тестам коэффициента статического сопротивления, которые показывают, как легко сдвинуть мышку с места. В тестах статики видно, что данный коврик крепкий середняк. Не топ по скорости, но и балансным его назвать язык не повернется. Угол старта чаще всего уверенный 3,3 градуса, и мышка едет вниз вполне шустро. Но тем не менее он даже немножко медленнее, чем Inari, чуть медленнее, чем Азур, и, разумеется, не соответствует топу скорости вроде Inferno или Saya. Тем не менее, это все еще довольно быстро. Традиционно любимая рубрика многих – дроп-тесты. Первый тест симулирует скорость мышки практически без нажатия на мышь. Здесь мы видим, что без нажима Ray, как и ожидалось, держится среди своих собратьев по текстуре, но тем не менее он чуть медленнее их всех. Второй тест симулирует среднее обычное нажатие на мышь. И здесь ситуация особо не меняется. Да, Ray это довольно быстрый коврик, но тем не менее это самый начальный тир скорости. Поэтому он уступает и Азур, и Inari, и Осени, ну и уж тем более своим более скоростным собратьям в лице Inferno и Saya. Давайте же скорее посмотрим, какое место Lumen Ray займет в чарт-таблицах. Итак, по гладкости Ray у нас встает между Титаном и Зейном, а вот по скорости в чарт-таблице без нажима она располагается сразу за Abyss Gaming Azure и Glassworks Zane. Друзья, мы достигли предела ковров в кадре, поэтому мне пришлось немножко уменьшить их размер. Надеюсь, вы все еще все видите. В чарт-таблице скорости под нажимом Ray проявляет себя примерно так же, как и Abyss Gaming Azure, и оказывается чуть позади него. Glassworks Zane у нас гораздо меньше замедляется от нажима, поэтому он остается впереди со своими более быстрыми собратьями. Друзья, выводы. Lumen Gaming Ray — это одно из лучших на рынке предложений по сочетанию цена и качество. Я до этого еще ни разу не видел, чтобы за такую цену у коврика было такое качество подложки и в целом общее качество изготовления. Явно заметно, что производитель сильно пытался привлечь внимание к своему бренду, и ему это удалось. Здесь действительно идеальная силиконовая подложка, очень хорошая обработка углов, приятный нежный принт, очень хорошая комплектация, ну и поверхность, которой просто приятно касаться, так как покрытие тоже выполнено на хорошем уровне.
Причин не покупать его не так уж и много. Если вы стремитесь найти идеальный быстрый коврик, тогда Рэй не для вас. Вы сможете на нем играть, но вам придется прилагать чуть больше усилий для глайда. Если же вам хочется найти что-то более умеренное, чем Сайо, Инферно, или у вас, может быть, есть популярный коврик Special Gear Осень, в таком случае Рэй может быть интересна, так как у нее чуть более умеренный нрав, и она немножко более абразивная. Абразивность многим игрокам помогает контролить мышку. Так же, как переход с ткани, Рэй видится мне идеальным решением, так как у нее не слишком быстрый глайд, но при этом она даст вам все преимущества стекла, потому что вы почувствуете быструю стеклянную поверхность и тот самый приятный воздушный глайд, который дарит нам стекло. И снова хочется акцентировать внимание на цене, потому что, на мой взгляд, Рэй это лучшее предложение на рынке. А с моим промокодом вы сможете сэкономить дополнительные 3%. Ссылка на коврик будет в описании. Друзья, если вам понравился ролик, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Telegram и обязательно оставляйте комментарии. Я всегда стараюсь на них отвечать. Ну а на сегодня у меня все. Пока.